Андрей, ты уже думал о нашем переезде? Да, Катя, я думаю, что это хороший шаг для нас. Я немного волнуюсь, все новое впереди. Я тоже переживаю, но хочу попробовать что-то другое. Куда лучше переехать? В Санкт-Петербург или Казань? Мне нравится идея жить в Санкт-Петербурге. Там красиво. Мне тоже нравится этот город. Но, наверное, там дороже жилье. Да, но там много работы в нашей сфере. Это верно. Ты уже нашел вакансию? Я нашел несколько объявлений для инженеров. Отлично. Я тоже начала искать что-то для себя. Я думаю работать в офисе или школе. Ты ведь преподавала английский, это плюс. Да, возможно, найду работу в школе. Смотри, сколько у нас коробок. Да, мы много вещей собрали за эти годы. Ты уже все упаковала из спальни. Почти. Остались книги и одежда. Я помогу тебе после этой беседы. Спасибо, Андрей. Вдвоем будет проще. Что будем делать с мебелью? Я думаю, часть мебели продадим. Остальное перевезем в новую квартиру. А как насчет нашей кошки Маруси? Маруся поедет с нами, конечно. Я рада, она часть нашей семьи. Катя, не волнуйся, все будет хорошо. Я стараюсь думать позитивно. Мы начнем новую жизнь в новом городе. Все у нас получится, вместе мы сильнее. Давай еще раз посмотрим квартиру онлайн. Да, давай, я как раз открыл сайт на планшете. Ты слышишь этого собаку? Он опять лает всю ночь. Да, я слышу, это собака наших соседей, Вероника. Наверное, да. Мне кажется, это их гром. Бедный пес, почему он так нервничает ночью? Может быть, ему скучно или страшно одному на улице. Вчера тоже был лай, но не так громко. Я думаю, соседей это тоже должно беспокоить. Конечно, мне трудно уснуть из-за этого шума. Я понимаю, ты плохо спала прошлой ночью. Да, просыпалась несколько раз. Шумно было. Жаль, что хозяева не берут его домой ночью. Собакам нужна забота и внимание, особенно ночью. У нас был такой случай в детстве в Томске. Соседская собака скучала и лаяла почти каждую ночь. И что вы делали тогда? Мама говорила с соседями, и они стали забирать собаку домой. Может, нам тоже поговорить с Вероникой? Да, наверное, это хорошая идея. Надо решать проблему. Я не хочу ссориться с соседями, но нужно что-то делать. Можно поговорить спокойно, без конфликта. Ты знаешь, Гром очень красивый. Я видела его фото на столе. Да, красивый и умный пес, просто ему одиноко. Может, Вероника не знает, что он так лает ночью? Возможно. Мы расскажем ей, но аккуратно. Ты хочешь поговорить или мне лучше начать? Давай поговорим вместе, так будет удобнее. Хорошо. Я надеюсь, что они поймут нас правильно. Я тоже. Завтра утром мы увидим Веронику на улице. А пока что остается только потерпеть. Попробуем надеть наушники и немного послушать музыку. Да, это поможет немного расслабиться перед сном. Доброй ночи, Ольга. Пусть тебе приснится что-то хорошее. Спасибо, Игорь. Доброй ночи и тебе. О, нет, Андрей, мой телефон в стакане с водой. Оля, как он туда попал? Ты уронила его? Да, я случайно уронила его, когда мыла посуду. Это плохо.
Телефоны не любят воду. Я знаю, теперь что делать? Он полностью мокрый. Давай достанем его из воды сейчас же. Вот, аккуратно достала. Он капает. Не включай его, это важно. Я не буду. Как думаешь, он работает еще? Пока не знаем, надо высушить его. Может, положить в рис? Говорят, помогает. Да, это хорошая идея. Давай найдем рис. У нас есть рис на полке. Принести тебе? Принеси, пожалуйста, и возьми миску. Вот рис и миска. Сколько насыпать? Насыпай побольше, чтобы телефон полностью покрылся. Готово. Кладу телефон в рис. Отлично. Теперь надо подождать несколько часов. А если ничего не получится? Я волнуюсь. Не переживай, попробуем все, что можно. В телефоне были мои фотографии из Нижнего Новгорода. Надеюсь, они не исчезнут. Мы попросим помощи, если надо. Спасибо, Андрей. Ты всегда помогаешь мне. Не за что, Оля. Для этого и нужны друзья. Скажи, можно сушить феном? Лучше не надо, воздух может повредить телефон. Жалко. Я так расстроена сегодня. Главное, это не унывай. Может, все еще будет хорошо. Я постараюсь. Спасибо, что рядом. А помнишь, как у меня упал телефон на пляже в Сочи? Да, тогда все закончилось хорошо. Вот и сейчас, надеюсь, повезет и тебе. Ждем и верим. Спасибо тебе еще раз, Андрей. Иван, ты видел, сколько сейчас времени? Да, Анна, уже 9 часов. Наш сын снова не хочет ложиться спать. Я знаю, он сказал, что он еще не устал. Каждый вечер одна и та же история. Может быть, ему просто скучно в кровати? Я читала ему сегодня книгу перед сном. Какую книгу ты выбрала? Сказку про медвежонка Мишу. О, он любит этого медвежонка. Да, но он все равно не засыпает рано. Возможно, нам стоит выключать свет пораньше. Ты думаешь, это поможет? Мне кажется, ему просто не хватает режима. Да, надо ложиться спать в одно и то же время. Когда я был ребенком, всегда был строгий режим. В Москве мои родители делали так же. Может, нам попробовать теплое молоко вечером? Можно. Он любит молоко с медом. Давай попробуем завтра перед сном. Хорошо, а сегодня пусть немножко посидит. Ты не боишься, что он будет уставшим утром? Да, завтра в садик рано вставать. Попробую еще раз спокойно поговорить с ним. Спасибо, Иван. Ты всегда знаешь, что делать. Мы вместе, значит, все получится. Главное, не ругаться перед сном. Абсолютно согласен. Спокойствие – лучший помощник. Надеюсь, завтра будет легче уложить его спать. Давай верить в лучшее, Анна. Спасибо за поддержку, Иван. Все будет хорошо, я с тобой. Саша, ты видел соседа напротив? Да, Катя, он опять смотрит в окно. Мне кажется, он наблюдает за всеми. Это уже не первый раз я заметил. Почему ему так интересно, что мы делаем? Наверное, ему скучно дома одному. Ты когда-нибудь с ним говорил? Только пару раз в подъезде он молчаливый. А мне он показался слишком любопытным. Он всегда выглядывает из-за шторы. Вчера он видел, что мы купили цветок. Точно. А потом спросил, где вы купили розу. Это немного странно, правда? Да,
Может, у него просто мало друзей. А может, он просто любит сплетничать. Соседка Анна говорила, что он часто спрашивает о соседях. Мне иногда неловко открывать окна. Я понимаю, чувствуешь на себе взгляд. Думаешь, стоит с ним поговорить откровенно? Не знаю, может, он обидится. А может, перестанет следить, если узнает, что заметили? Можно попробовать, но аккуратно. Я боюсь его обидеть. Главное — быть вежливыми. Может, пригласить его на чай? Это хорошая идея, Катя. Так он узнает нас лучше и, может, перестанет наблюдать. И будет больше друзей в доме. Ты думаешь, другие соседи его тоже заметили? Наверняка все шепчутся в лифте. Интересный у нас двор, правда? Да, в Москве всегда есть о чем поговорить. Согласна. Давай все-таки попробуем подружиться. Сергей, ты видел? Магазин теперь закрыт навсегда. Да, Ольга, только что заметил вывеску на двери. Жалко, я часто сюда заходила за хлебом и молоком. Я тоже иногда покупал здесь продукты после работы. Этот магазин был очень удобный, недалеко от дома. Да, и продавцы всегда были очень добрые и вежливые. Ты помнишь Наталью, которая работала на кассе? Конечно, она всегда здоровалась и улыбалась всем. Мне будет не хватать этого места. Здесь было уютно. Согласен, особенно зимой было приятно зайти погреться. Интересно, почему магазин решили закрыть? Наверное, мало покупателей стало в последнее время. А может быть, аренда дорогая здесь и невыгодна? Возможно, район ведь тоже меняется, появляются супермаркеты. Таких маленьких магазинов все меньше и меньше. Да, я раньше часто бывал в таких, когда был ребенком. Теперь придется ходить в большой магазин у станции. Да, но там всегда много людей и очереди длинные. Тут я могла купить свежий хлеб без спешки. Я тоже любил покупать тут что-нибудь к чаю. Ты часто брал сладости? Помнишь их пирожные? Да, пирожные с вареньем были всегда очень вкусные. Ух, как жаль. Наверное, мы не увидим здесь Наталью. Надеюсь, она найдет новую работу поближе к дому. Надо узнать, может, она будет работать где-то рядом. Я спрошу у соседа, он хорошо с ней знаком. Хорошо. Все-таки привычки трудно менять. Да, теперь утро начнется иначе для многих людей. Думаешь, откроют что-то новое на этом месте? Может быть. Интересно, что это будет. Главное, чтобы было тоже уютно, как раньше. Согласен, такие места нужны людям в нашем районе. Игорь, давай обсудим день рождения Анны. Да, конечно, Оля, где мы будем праздновать? Я думаю, лучше всего дома. Здесь уютно. Согласен, можем украсить комнату шариками. У меня уже есть гирлянды и цветные ленты. Отлично, а что будем готовить на стол? Анна любит пирог с яблоками. Испечем его? Хорошая идея, я помогу почистить яблоки. Спасибо. Что еще добавить к угощениям? Можно сделать салат оливье и бутерброды. Супер, думаю, Анна будет рада такому меню. Сколько гостей мы пригласим? Анна хочет позвать 5 подруг из школы. Еще будет ее бабушка и дедушка. Значит, нас будет около 10 человек. Да. Где всем удобно будет сидеть?
Можно добавить еще один стол. Я принесу скатерть и красивые салфетки. У нас есть свечи для торта. Да, купила большую упаковку вчера. Сколько лет исполняется Анне? Ей будет 12. Отлично. Нужно купить подарок. Я слышала, она хочет новую настольную игру. Давай выберем ее вместе после обеда. А что с музыкой? Включим любимые песни Анны. Да, у меня есть колонка. Плейлист уже готов. Хорошо. Может купить еще соков и фруктов. Да, я схожу сегодня вечером в магазин. Спасибо, Игорь. Ты всегда все помнишь. Это приятно делать для Анны и всей семьи. Я очень рада, что мы все готовим вместе. И я рад, в этом году праздник получится особенным. Виктор, ты заметил, что Антон долго сидит за планшетом? Да, Марина, сегодня он целый час играл в игры. Я волнуюсь. Это не очень хорошо для его глаз. Я тоже думаю, что нужно меньше времени у экрана. Вчера он делал домашнее задание тоже на компьютере. Он сказал, что учитель дал задание через интернет. Раньше дети больше гуляли во дворе, помнишь? Конечно, я всегда играл с друзьями возле дома. Антон редко выходит на улицу после школы. Может, стоит предложить ему пойти в парк завтра? Это хорошая идея. Ему нужен свежий воздух. Я поговорю с ним после ужина. Пусть попробует один день без планшета. Он любит читать книги. Может, купить ему новую? Да, он любит комиксы про космос. Я видел интересную книгу в магазине на Красной улице. Давай купим ее Антону на выходных. Хорошо. А еще можно вместе смотреть фильмы. Но только не на планшете, лучше на телевизоре. Тогда экран будет дальше от глаз. Согласен. Можно выбрать семейный фильм. Важно делать перерывы и менять занятия. Я поддержу Антона, если ему сложно без экрана. Ты тоже поговоришь с ним, он прислушивается к тебе. Конечно, я объясню, зачем нужен отдых от гаджетов. Может, запишем его в спортивную секцию? Да, он хотел попробовать настольный теннис. Это интересно и не требует много времени за экраном. Договорились. Завтра обговорим все вместе с Антоном. Ты права, здоровье ребенка важнее всего. Спасибо, Виктор. Вместе мы найдем правильный баланс. Не за что, Марина. Главное – заботиться о нашем сыне. Ой, посмотри на наши туфли, Игорь. Да, Оля, Пушок снова все погрыз. Он такой непоседливый пес. Это правда, я уже не знаю, что делать. Сегодня утром он съел мой тапок. Теперь вот твои ботинки пострадали. Может быть, ему скучно дома? Скорее всего, он молодой и активный. Может, купить ему новую игрушку? Да, хорошая идея. Мячик или кость. Вчера он разорвал старую мягкую игрушку. Вся кухня была в синтепоне. Мне пришлось убирать час. Пушок, ты слышишь? Нельзя так делать. Он смотрит на нас очень виновато. Может, он голоден? Нет, я только что дал ему корм. Иногда Пушок ест даже мои книги. Я боюсь, что он проглотит что-то опасное. Нужно прятать все вещи повыше. Да, и не оставлять еду на столе. Вчера он съел кусочек сыра ночью. Ловкий у нас пес, ничего не скажешь.
А может, отвезти его на прогулку подольше? Да, прогулки ему точно нужны. Давай сегодня вечером сходим в парк. Отлично, он будет рад побегать. Надеюсь, после этого ему будет не до обуви. Я тоже на это надеюсь, Оля. Давай купим крепкую игрушку завтра. Согласен. В зоомагазине есть хороший выбор. Посмотрим вместе после работы. Договорились. Пусть Пушок будет доволен. Посмотри, как Петр опять припарковал свою машину. Да, Катя, он снова встал почти на тротуаре. Из-за этого мамы с колясками не могут пройти. Я вчера видел, как Олегу пришлось обходить его машину. Почему Петр всегда так паркуется? Места же много. Не знаю. Может, он спешил и не заметил линий? Удивительно, что никто еще ему не сделал замечания. Я думаю, что соседи уже говорили с ним об этом. Может, написать записку и оставить на капоте. Это идея, но лучше поговорить лично. Я стесняюсь, но, может, ты скажешь ему? Ладно, если встречу его сегодня, скажу спокойно. Спасибо, Игорь. Главное, без скандала. Конечно. Я тоже не люблю конфликты. Кстати, вся улица стала хуже из-за таких парковок. Да, машины стоят хаотично, пройти невозможно. Когда Петр переехал, было лучше на районе. Он живет здесь всего полгода, верно? Да, они с семьей приехали из Ярославля весной. Может, у них в Ярославле были другие правила парковки. Может быть. Нужно объяснить местные правила. Я расскажу ему про знаки и разметку на улице. Хорошо. Надеюсь, он поймет и изменит привычки. Я тоже на это надеюсь. А ты всегда ставишь свою машину правильно, Игорь? Стараюсь всегда следить за разметкой и знаками. Это хорошо. Такие соседи нужны всем. Спасибо, Катя. Приятно слышать такие слова. Если все будут вежливы, жить будет проще. Согласен. Маленькие вещи делают жизнь лучше. Давай посмотрим, что будет завтра с парковкой Петра. Хорошо. Завтра утром посмотрим вместе.